Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре тяжелый чешский танк 9 левела, проходная прокачиваемая ветка TNH TVZ-51. Да, тяжелый танк, проходная прокачиваемая ветка. Вот, давайте начнем, наверное, мы сегодняшний обзор, как всегда, с бронирования. Go! Итак, коллижная модель нашего ВЗ-51, ну и поехали. НЛД 173, такой анти-СТ в районе 170. ВЛД 233, конечно, слабоватенько, такой анти-8 левел. ТТ, СТ, надгусеничные полки у нас рикошетные, а вот ВЛД, конечно, слабоват, как против девяток. Ладно, дальше башня. У нас есть противокумулятивные экраны. Маска орудия. Ага. 500, 600. Ага, внизу. Так. Щелочка там 377. 280, 300. Короче, все зашито хорошо. 290. В экранах 350, 400. Короче, все с башней, с маской хорошо. Верхняя планочка 80 миллиметров приведеночки нам дает аж целых 300 миллиметров. Здесь 305, все круто, все зашито, короче, нигде ничего не пробить. Лючок, верхняя часть настолько тоненькая, что в нее практически не попасть, 200 миллиметров. И с краю у нас 253 в приведенке, так что это тоже лючок очень крепкий. В целом лютая броня в башне. Корпус слабоват. Боковое бронирование 80 мм. А что, хорошо танкует. Надгусеничный полк только 230. Все остальное не пробить. Так, с броней разобрались. Давайте ценить основные модули. У нас куча пушек. У нас есть пушка стоковая 8 левела. Дальше идет 9 и 10. Давайте сначала на сток поглядим. Альфа 320 на 9 левеле. Пробитие 224, 252 на голде. Пушка заряжается 8, точность сведения, все тут супер. Но 320 и все это такое. В принципе, отыграть и выкачать среднюю топовую пушку на этом орудии можно с такой альфой, учитывая точность и время сведения, а также время заряжания орудия. Поэтому, в принципе, поиграть на ней можете. Дальше у нас пушечки 2. Одна у нас без, так сказать, снаряда в магазине, без барабана, циклическое орудие, а другое с барабаном. Альфа одинаковая везде, 440. Пробитие одинаковое. Эта пушечка заряжается 12 секунд, это заряжается у нас 27, но барабан на 2 снаряда. Но опять же есть разница, конечно, у нас по ДПМу. Циклическая, ну естественно, больше ДПМа. Точность здесь серьезно лучше. И время сведения комфортнее. На какой же пушке играть на этом танке? Вот, на какой? Я напоминаю, что у нас там в игре есть прем-танчик такой 8 левела, Шкода Т-56. Имба все называют лютая на своем уровне. Почему? Потому что хорошая альфа, барабан 2 снаряда, это удобно играть в размен. И на этом танке лично я играю вот все-таки на барабане. Хотя ДПМ, точность здесь лучше. Но я очень часто эту машину использую в размен. И мне барабан комфортный. Попробуйте сами поиграть на цикле, попробуйте на барабане, что вам лучше зайдет, на том и играйте. Вот, обязательно качайте топовую рацию, двигатель на стоке у нас 700 лошадей, на топе у нас 750, плюс 8%, 7-8% подвижности вам даст. 30 градусов в секунду, 28, плюс 2 градуса в секунду быстрее будет поворачиваться ходовая. Здесь качаем вездеходную ходовую. Так, сек. Здесь время сведения 2.35, точность 0.35. Танчик в основном играется в упоре в размен. Поэтому я здесь вам зарекомендовал бы, наверное, либо ничего не качать, либо ничего. Либо все-таки точность повысить до 0.34. Звукоизоляция. Здесь у нас шток, максимальная скорость вперед. Так, плюс 4, круто, да. Башни. Здесь ничего не качайте. Вот, вторым слотом
вторым слотом мы берем огневую мощь. По оборудованию. Ставим закалку, ставим стаб, ставим вентиль. Я пока так качаю, потом переставлю оборудование, когда выкачу пылевую модернизацию. По снарядам основной ББХ и голда подкол. ББХ летит 960, более-менее, конечно, не самый быстрый снаряд. 1080 голда. Сойдет. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. 4 члена экипажа перки наблюдает перед собой в табличке. По УВН минимально комфортный, вот просто минимально присутствует минус 7 и даже не минус 8. Хотя бы такие, слава богу, не минус 5. Значит, по ХП 2090, и это с закалкой сойдет, учитывая, что у нас пушка барабан, сойдет. По мобильности тут все хорошо у нас. 50 вперед, 15 назад, чуть больше 14 лошадей на тонну удельной мощности, то есть по мобильности огонь. По обзору 436 метров, стандартный параметр практически. По плюсам, минусам машин. По броне от борта, касаемо ВЛД и касаемо особенно башни, ну больше башни и борт. ВЛД все-таки слабовато. Против восьмерок, да, может танковать. Против девяток, десяток, конечно же, нет. Но башня лютая, очень крепкая. Нашли позицию, где сможете играть от башни, вас будут очень, так сказать, редко пробивать, потому что невероятно крепкая башня. Просто невероятно. Вот. По подвижности жирный плюс. По орудию. Комфортное орудие с барабаном. Нормальное пробитие. Нормальная альфа. Единственное, немного, конечно, УВН так расстраивает. Вот. Как-то так. По количеству ХП стандарт, по обзору, в принципе, стандарт. Поехали в бой, пощупаем за рычаги, посмотрим, что наш ВЗ-51 может. Гоу. Так, господа Эльхалуф, у нас обзор боем Чех, тяжелый танк, 9-го левела, проходная прокачиваемая ветка. ТНH ВЗ-51. Драться нам сейчас придется с десятками. Есть две арты, кстати. Нормальная вменяемая подвижность у танка. Сейчас как раз гонимся, все, уже полтос едем. 51 с горы даже было. В среднем 49-50. Проскочили. Хорошо. Коброчка в ангар поехала. Очень даже удачно. Соточку даже пробил. Ну, неудивительно, он такую позицию выбрал. Странную.
нам надо аккуратно. Арта нас газанула. Ребзики. Да. Арта жахает знатно. 1,5 дали. Ага, еще 2500 потеть. Артоводы знатно жарят. Отжарили одного мы. Так, еще 1,5 впотеть, ребят. Ох. Отвешимся. Кадышимся. Хорошо, барабан зашел, еще один. Так, 700 до плана. Приятно вообще. 100 пробиваем. Все очень приятно. Соточку надо въезжать. Так. Все, план выполнили. План выполнили. Почти. Еще шот один. Ух ты. Кто там? Да, убили. Ну ладно, 4700. Можем, кстати, бой, скорее всего, проиграем, но 4700 мы дали. Возможность танка, так сказать, проверили. Возможность хорошая. Унижали такие танки, как Е100. Наша базу будут брать. Вот в чем прикол. Там одна стерва бедная напрягается против толпы танков. Давайте уж досмотрим бой. Приятная машина. Блин, 5К дайте на девятки против десяток. А мы можем. Да, ВЗ-51 могет. Давай, давай, ВЗ-55 может выручит. Критический урон. Все, колесоид сдох. В принципе-то у них арта осталась. Давай, Вазик, давай, потей, родной. Юдусу уже фигачит вовсю. Юдуса надо добивать. А кто у них на захвате? Проджета, да? Юдуса без тебя добьют, родной. Я думаю. Он сейчас в ангар и так поедет. Он конь. Все. Теперь с Проджетой разбираться. А Проджета отошла, да. 2%, кстати, к отметке взяли мы на ВЗ-51. Слушайте, победа может быть. А чё нет? Кстати, 3 фрага сделали. Кобру мы убили, 50 ТП и Е100. Хо-хо! Для Е100 так унизительно. Я думаю, все это было.
Шкода базу дефит у них. Опасно, конечно, 55-ка пошла сейчас. Ну что делать, с другой стороны. Непонятно, где прога. А прога в спине. Прога в спине, она не спереди. Она не здесь в кустах, прога в спине. Друг, тебе надо вперед ехать. О. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, вон она. Красотка. Так, а кто у них? У них Стервей еще где-то тусует, да? Фошек отлетел. Блин, у нас у объекта нет хп вообще. Он сейчас от арты сдохнет. Он сдохнет от арты. А я думаю... Ага, а вот и прога. Здрасте. Хорошо. Вот это было хорошо. Это было очень хорошо. ВЗ-55 у нас красавец. Давай, давай, конь, лези. А тебе надо Шкоду кошмарить, чтоб она не убила коня. Она его сейчас убьет. Как вы думаете, что так себя уверенно чувствует Шкода Т-55? Правильно, в кусте стоит СТРВ. Все верно. Вот и чувствует себя безнаказанно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Шкода хищная какая, а? Стерва убила с бугра. Ну да, слив. К сожалению. Обидно. Хороший бой мог быть, но не будет. И кварта вот делся. Вон он. Нет, уже заехал. Вот еще один. Вот это бой напряженный. Сейчас Шкода приедет разбираться с нашей стервой. А вот и артовод. Вот это арта зарядила. Да, обидненько. Ладно, почти 5К. Офигенно. Я думаю, мы в топе по урону. Скорее всего, хотя бы ВЗ-55 мог нас обойти. Сейчас посмотрим.
Хорошая машина. Шкода Т-56 прем танк тяжелый 8 уровня считается имбой среди своих, что называется, на 8 уровне. Что эта машина, не, первое место у нас, не обогнали нас. Что эта машина очень комфортная. Барабан в 2 снаряда на тяжелом таранке. На танке с быстрой разрядкой это всегда удобно и комфортно. Что тут даже говорить. Ребят, пишите свои комментарии, кто катает на ВЗ-51. Вот. Как вам в целом этот танк, какое вы используете оборудование. Конечно же, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Я по 5-бальной системе ставлю данной машине 4, наверное, твердую, да, плюс не буду уже ставить. Так что вот так вот. Вот так вот. Да. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.